Друзья, я хочу вас поздравить. Я полагаю, что я уже достаточно вам рассказала о компьютере для того, чтобы вы могли начать им пользоваться. То есть использовать для своих собственных нужд в соответствии со своими целями. А именно, сохранять в компьютере свои ощущения в виде своей личной информации и сохранять в вашем компьютере чужие ощущения в виде информации, полученной из интернета или из других источников. Начнем мы, конечно, с ваших личных ощущений. Мы составим очень короткий и исключительно ценный конспект нашего обучения и сохраним его в текстовом файле. В этом конспекте, кроме всего прочего, мы с вами будем сохранять логины и пароли тех сайтов, на которых мы зарегистрируемся для получения услуг из интернета. Я уже рассказывала вам на предыдущем уроке, как создать файл. А в этом уроке я детально расскажу вам, как поместить в текстовый файл свою собственную информацию. Создаем файл в программе «Проводник». Это будет файл типа «Текстовый документ», потому что мы будем вносить информацию в этот файл при помощи программы «Блокнот», которая работает с файлами типа «Текстовый документ». Все программы на компьютере можно разделить на две группы. Программы, которые просматривают информацию, но не разрешают ее изменять, называются браузерами. Программы, которые позволяют просматривать информацию и изменять ее, называются редакторами. Есть много программ-браузеров и много программ-редакторов. Часто они специализированы по видам информации – текстовая, звуковая, графическая и видео. Программа «Блокнот» – это самая простая программа-редактор для работы с текстовой информацией. Она обычно установлена на каждом компьютере, так как является частью операционной системы Windows и входит в группу стандартных программ. Изучая эту программу, мы обратим внимание на общие принципы устройства всех программ на компьютере. Эта программа имеет минимальный набор функций, и поэтому на ней легко изучать основные принципы. Итак, начинаем. Запускаем программу «Блокнот». Для этого у нас есть два способа. Способ первый. 2 раза щелкнуть левой кнопкой мыши по названию файла. Способ второй. Установить курсор на названии файла, правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню и выбрать в этом меню команду «Открыть». В результате любого из этих действий на экране монитора появится окно программы «Блокнот», а на панели задач появится значок программы «Блокнот». Рассмотрим окно. Основное пространство окна занимает пустое белое поле. Это естественно, это белый лист, на котором мы будем размещать наш текст. На верхней планке рамки окна в левом углу содержится значок, связанный с типом файла, название файла, чтобы мы его не забыли, а также название программы, которая является хозяйкой этого окна – блокнот. В правом углу верхней планки рамки окна содержатся элементы управления окном. Эти элементы одинаковые для всех окон всех программ, работающих в данной операционной системе. Название действия, связанного с каждым из этих элементов, появляется, если мы подведем курсор к этому элементу, но не будем нажимать на кнопку мыши. Рассмотрим эти элементы. Первый слева элемент в виде горизонтального минуса выполняет действие «Свернуть». Если мы нажмем на этот элемент левой кнопкой мыши, окно исчезнет с экрана. Оно как бы скатывается на панель задач и снова появится на экране после того, как мы нажмем на значок программы «Блокнот» на панели задач. Следующий значок в форме квадрата. Он тоже предлагает что-то свернуть или развернуть. В режиме «Развернуть»
Окно разворачивается до таких размеров, чтобы полностью занять экран. А в режиме «Свернуть в окно» оно приобретает видимые границы. При помощи этих видимых границ можно изменять размеры окна. Для этого надо установить курсор на границу окна, так, чтобы появились элементы управления размерами: горизонтальный, вертикальный или диагональный. Потом надо нажать на левую кнопку мыши, как бы захватить курсором этот элемент и сдвигать границу окна в том направлении, которое нам требуется. Третий значок в виде знака умножения закрывает окно полностью, то есть прекращает работу вызванной программы. Нажмем на этот крестик. Увидим, что значок программы «Блокнот» исчез с панели задач. Мы продолжим изучение программы «Блокнот», поэтому снова запустим эту программу. Каждая программа – это своеобразная мастерская. Каждая мастерская работает с каким-нибудь объектом. В нашем случае это будет текстовый файл. В любой мастерской не обойтись без специализированных инструментов. Посмотрим, например, сколько инструментов используется в столярной мастерской. Они аккуратно разложены на полках и развешаны на стене над рабочим столом. В окне любой программы тоже есть такая стена. Она называется панель инструментов или горизонтальное меню и размещается сразу над рабочим полем под верхней планкой рамы окна. В программе «Блокнот» эта панель инструментов кажется маленькой. Она состоит всего из одной строки, в которой имеется только 5 слов. Но это внешняя простота. Каждое из этих 5 слов как бы закрытый шкафчик, в котором собраны инструменты одного типа или похожего назначения. Если мы щелкнем левой кнопкой мыши по слову, то на экране появится выпадающее меню. Меню содержит строки, команды, обозначающие действия, которые можно сделать с информацией, размещенной на рабочем поле программы, или со всем файлом. Некоторые инструменты или команды могут быть вызваны из всплывающего меню. Такое меню появляется на экране поверх рабочего поля, если установить курсор на рабочем поле и нажать на правую кнопку мыши. Пользователь может выбрать тот способ доступа к инструментам, который является для него наиболее удобным. Мы будем рассматривать отдельные специализированные инструменты по мере необходимости. Так как мы назвали наш документ «Конспект», мы будем вносить информацию по основным правилам, которым удовлетворяют конспекты. Мы будем делать последовательно записи в нашем документе. Мы будем указывать дату формирования каждой записи. У нас уже было 2 занятия. Первое занятие состоялось 28 января. Мы обсуждали темы «Информация и компьютер». Установим курсор в левый верхний угол рабочего поля и напишем в нашем документе 28.01.20. Урок 1. Информация предмет. Компьютер инструмент. Буквы, цифры и знаки препинания мы вводим с клавиатуры. Теперь рассмотрим некоторые инструменты из выпадающих меню. Меню «Справка» позволяет получить дополнительную информацию о программе. И поискать в интернете правила работы с этой программой. Вот результаты поиска информации в интернете. Можно их изучать. Выпадающее меню «Вид» позволяет уменьшить или увеличить размеры символов на экране. Командой «Масштаб»
то есть отрегулировать внешний вид документа на экране в соответствии со своим зрением. Можно выполнять изменения экрана при помощи вызова команд, а также при помощи сочетаний клавиш Ctrl+ и Ctrl-. Эти сочетания клавиш указаны в данном меню. Меню «Формат» позволяет изменить шрифт текста. В окне изменения шрифта можно выбрать шрифт с другим названием, изменить его начертание от курсива до жирного, изменить размер шрифта. Сейчас используется шрифт под названием Arial обычного начертания размером 11. Выберем, например, шрифт под названием Элефант. Мы видим, как изменился текст в нашем файле. Цифры стали жирными и яркими. Этот шрифт в конспекте мне больше нравится. Меню «Правка» содержит такие инструменты, которые позволят нам увеличить скорость ввода данных в наш документ. Там есть команды «Копировать» и «Вставить». Команда «Копировать» копирует выделенный текст в буфер обмена. Команда «Вставить» вставляет текст из буфера обмена в документ. В первой строке есть много таких символов, которые должны быть и во второй строке. Если мы выполним копирование, а потом вставку, не придется эту информацию вводить заново. Например, не надо вводить второй раз месяц и год, а также слово «урок». Введем информацию о втором уроке. Темы второго урока были следующие: программы, файлы, папки. Последнее выпадающее меню «Файл». Оно содержит несколько очень полезных команд. Во-первых, это команда «Сохранить». По этой команде введенные данные сохраняются с экрана на диск. По команде «Сохранить как» можно получить копию этого файла с другим названием. Использовать команду «Сохранить как» бывает удобно, если нам надо на базе файла создать другой файл, частично совпадающий по содержанию. Например, сохраним наш файл-конспект под названием «Реестр». Если мы обратимся к окну программы «Проводник», увидим, что в нашей папке теперь есть два файла. Один называется «Конспект», а другой называется «Реестр». Откроем второй файл. Мы увидим, что в этих файлах одинаковое содержимое. В меню «Файл» есть также команда «Печать», то есть можно напечатать файл, предварительно подобрав подходящие параметры страницы. У нас сейчас не подключен ни один принтер. Мы только посмотрели на окно настройки процесса печати. Нормальное завершение работы программы выполняется по команде «Выход». Эта команда будет работать так же, как крестик в правом верхнем углу, который закрывает окно. По мере изучения курса мы будем пополнять наш файл «Конспект» новой информацией. Когда мы будем выходить в интернет и регистрироваться на сайтах, требующих регистрации, мы запишем регистрационные данные в наш конспект. Примерно вот таким образом. Этот файл мы можем отправить по электронной почте с того компьютера, на котором он создан, то есть из нашего учебного класса, и сохранить его на любом устройстве, где можно открыть электронную почту, в том числе на компьютере, который установлен у вас дома. Этот файл можно скопировать на флеш-память и принести домой,
а там закопировать с флешки на свой домашний компьютер. Этот файл можно распечатать в любой момент и получить бумажную копию файла. Если получить два экземпляра файла, в одном экземпляре можно сохранить полный конспект, а в другом экземпляре оставить только данные регистрации на сайтах. Второй документ станет реестром ваших электронных связей в интернете. Он заменит большое количество бумажек, тетрадок, листочков, которые часто используются для того, чтобы записать регистрационные данные. Этот файл не придется искать на столах, полках, в сумках и записных книжках или еще в каких-то местах. Надо только запомнить, в каком месте на вашем компьютере вы сохранили этот файл. Будем предполагать, что к концу обучения у нас здесь будет 13 строк, связанных с темами, а также определенное количество строк с регистрационными данными сайтов, оказывающих услуги.